YouTube определяет полезность контента и продвигает его только в том случае, когда люди оставляют свои комментарии под видео. Поэтому я крайне заинтересован в том, чтобы вы оставляли свои комментарии, если, конечно, вам нравится мой контент. Поэтому ваши комментарии способствуют продвижению моих видео в YouTube. Итак, это снова Илья и мой канал Антимрак. Поговорим в этом видео про потребление информации. Вообще, меня побудил на создание этого видео тот факт, что с появлением интернета человек превратился в своего рода пожирателя контента. И такая вещь, как рекомендательные системы того же YouTube способствуют этому. То есть тому, чтобы потребитель как можно дольше оставался бы в Ютубе. И сам принцип рекомендаций в контексте специфики передачи информации в интернете приводит к довольно странному, на первый взгляд, эффекту. Если даже человек зашел на тот же самый YouTube с целью решить какую-то практическую задачу в жизни, то даже решив эту задачу, он все равно будет получать подобный контент в рекомендациях так, как будто бы он до сих пор не может ее решить. Я не говорю сейчас про случаи, когда человек заходит в YouTube ради развлечения. Ведь в случае потребности в развлечениях человек может смотреть все что угодно, лишь бы это развлекало его. И по сути, к категории развлекательной информации можно отнести все, что человек использует ради коротания времени, но не для решения практической задачи в жизни. Политическая информация как основной способ развлечений. Сразу скажу, что меня интересует тема политики исключительно с позиции стороннего исследователя, но не с позиции человека, занимающего какую-либо политическую позицию. Хотя для наиболее примитивных представителей большинства даже намек на условную политическую нейтральность равносилен преступлению. Тому, что большинству внушена идея о том, что достаточно просто занять некую политическую позицию, и ты уже являешься частью чего-то большого и сильного. Зачем можно спрятаться и тем самым чувствовать себя хоть сколько-то определившим то, как себя позиционировать в разговоре. Причем я заметил то, что чем примитивнее индивид, тем более значимую роль играет обсуждение политики при вербальном контакте с ним. То есть его самопозиционирование в вербальной коммуникации будто бы уже предполагает главенство его политической ориентации над здравым смыслом, как будто бы отнесение себя к некоему политическому лагерю уже избавляет его от вероятности казаться каким-то неправильным в глазах контактирующих с ним. Идеалы большинства базируются на заведомых ограничениях. На самом деле, идеалы большинства всегда сводятся к очень простой идее, которая активирует в нем инстинктивное состояние, активируемое своим представлением о групповой идентичности, потому как представитель большинства, как правило, ничего из себя не представляет. И только такая возможность инстинктивно сослаться на свою принадлежность к группе служит для него уместным поводом почувствовать себя более значимым. Среднестатистический представитель большинства думает, что он что-то решает уже только потому, что принадлежит этому большинству, с которым он связан, как ему кажется, идеей групповой идентичности, которую он воспринимает машинально. Человек пытается исключить себя как причину того, что происходит с ним. Вообще, машинально ссылаясь на свою принадлежность к большинству, такой индивид избавляет себя от необходимости оценивать то, что его окружает, реалистично. И вообще большинство не подразумевает реалистичные оценки чего бы то ни было, потому как такая оценка противоречила бы его сути. Большинство это что-то вроде исторической массовки, которая никогда ничего не решала, но
реализует уже только одним своим существованием массовый тренд, называемый народом. В этом смысле народ – это всегда нечто усредненное, измеряемое степенью своей ограниченности. И чем ограниченнее народ, тем он в большей степени должен считаться народом. С позиции интеллектуализма, чем больше человек нуждается в групповой идентичности, тем в большей степени этот факт служит маркером этой самой ограниченности его. Большинство всегда имеет дело со следствием социальных процессов, поэтому для представителей этого большинства быть жертвами самообмана не является каким-либо разовым актом, а для них это абсолютно естественное состояние, в котором они живут. Большинство не воспринимает содержание, оно воспринимает только обертку, под которой и находится то, что оно, метафорически выражаясь, должно съесть. Поэтому большинству всегда нужен искусственно сконструированный некий образ какого-либо процесса, продвигаемый через пропаганду, которая и выполняет роль механизма, определяющего картину мира для него. Обсуждение политики как способ стать популярным в интернете. Естественно, что интернет-технологии позволяют обсуждать политические вопросы, подобно бабушкам, сидящим у подъезда, и обсуждающим, кто из него выходит и кто в него входит. Ведь политический интернет-обыватель ничем не отличается от той же самой бабушки. Просто для него политические вопросы являются способом собрать аудиторию таких же ограниченных особей, как и он сам. Другое дело, что обыватель, потребляющий, нуждается в максимально упрощенной версии информации, что, собственно, и обеспечивает ему политический обыватель, транслирующий ее. Поэтому политический блогер своей способностью видеть только факты, как будто бы создан для того, чтобы лепить из них некий инфопродукт для такого же обывателя, как и он сам. Политику определяют владельцы ресурсов. На самом деле политику создают владельцы мировых ресурсов, которым нет дела до того, что думают о политической обстановке бабушки на лавочках у дома или блогеры с миллионной аудиторией, потому что блогер — это как эскортница, которая скажет что угодно, если ей за это заплатят. Либо же она может делать это несознательно, потому что она является таким же представителем большинства, как ее аудитория. Поэтому политически ориентированный блогер — это не более чем популист, выполняющий политический заказ либо по причине своей предприимчивости, либо же по причине своей недалекости. Политическая ориентация блогера в случае его финансовой предприимчивости — это как грязное белье, которое можно менять бесконечное количество раз. Почему идиоты считают, что нужно всегда быть на чьей-то стороне? Собственно, отличительной чертой идиота является факт отнесения себя к какой-либо стороне политических баррикад. Для людей, чье занятие определенной политической позиции связана с целью улучшения своего материального положения, политика оказывается весьма прагматическим средством, но для человека, которому ничего не принадлежит, занятие политической позиции выглядит как минимум странно. И это наглядно иллюстрирует обывательский принцип понимания политики, потому как идейные политики, то есть обыватели, не получают никакой материальной выгоды от занятия политической позиции. Их понимание политики основывается лишь на отнесении себя к некоему большинству, один факт отнесения себя к которому уже якобы служит мерилом правильности его самоопределения. Что такое политика для большинства? Политика для большинства — это всегда следствие социальных процессов, которые для обывателя суть остаются невидимыми, потому что он не воспринимает их как движение, основанное на причинно-следственных связях. В силу этого факта обыватель всегда вынужден объяснять происходящее с ним и с обществом некими мифологическими причинами. Такие мифологические причины выполняют для него роль средства, отключающего его от реальности, и на самом деле
принцип развлечения человеком самого себя означает это отключение себя как раз таки от этой реальности. И он будет смотреть и слушать то, что наоборот закроет ему глаза на происходящее. Любое бесцельное потребление информационных услуг – это уход от реальности. На самом деле, любое бесцельное потребление чего-либо – это способ для человека уйти от своей реальности. Например, если взять те же самые психологические услуги, то сама психологическая проблема у человека возникла вследствие влияния на него контента в интернете. То есть он и знать ничего не знал ни о каких детских травмах и всяких так называемых комплексах Эдипа, на основе которых создавал свои фантазийные труды анально-генитальный труженик Фрейд. И пример с тем же самым Фрейдом наглядно демонстрирует то, что спрос действительно порождает предложение, и тем более неважно в этом случае, удовлетворяется ли некая объективная потребность человека или нет. Ведь если, что называется, people хавает, то ему это надо дать, и чем больше хавает, тем больше ему этого надо дать, и тем выше поставить цену на это нечто. Вообще, когда, допустим, я смотрю, как бабушки идут в церкви, у меня возникает мысль построить свой свечной заводик и благополучно зарабатывать на этом. И я думаю, что бы я делал для того, чтобы продвигать свою продукцию. И я, как атеист, использовал бы религиозный маркетинг в прагматических целях в качестве продвижения своего товара. Мне было бы неважно, насколько религиозный ритуал является осмысленным с практической точки зрения, так как люди потребляют это независимо от осмысленности. Точнее, ритуал является осмысленным с точки зрения их уровня развития, и они готовы платить за это. Поэтому нужно удовлетворить их спрос. И психологи — это такие же попы, ничего не смыслящие в мире объективных процессов, но торгующие идеей некоего оптимизированного под некие фантомные стандарты человека. Как правило, психологи — это люди, страдающие комплексом неполноценности, имеющие гопническую сущность, поэтому в случаях, когда их оппонент интеллектуально превосходит их, они начинают истерить и обзываться различными нехорошими словами. То есть комфортно они себя чувствуют только в том случае, когда их оппонент интеллектуально находится ниже их, потому что это подкрепляет их картину мира. И для самого предоставляющего информационные психологические услуги, то есть для психолога, его деятельность в его же представлении является востребованной. И неважно, насколько его деятельность является объективной в научном смысле. Главное, что она пользуется спросом, и люди готовы за это платить. То есть с точки зрения индустрии информационных услуг, коими, собственно, и являются услуги психологические, неважно, решают они какую-либо проблему или нет. Главное, что эти услуги пользуются спросом со стороны платежеспособных людей. Невежество как двигатель потребления ненужных информационных услуг. На самом деле, те же самые услуги психологов — это информационные, по сути, услуги, которые пользуются спросом у потребителей, то есть у так называемых клиентов-психологов. Но обыватель не хочет думать, поэтому он верит в то, что проблема, созданная рекламой психологических услуг, действительно у него. Но обыватель не хочет думать, поэтому он верит в то, что проблема, созданная рекламой психологических услуг, действительно у него есть, и только гопник-психолог сможет помочь ему решить эту проблему. То есть потребитель психологических информационных услуг в силу своей то ли невежественности, то ли в силу того, что им овладела какая-то бредовая идея, просто верит в то, что он какой-то не такой, и психолог может сделать его таким. Он готов платить за это деньги, а значит, всегда найдутся те, кто подкрепит его убежденность в том, что потребитель психологических услуг действительно какой-то не такой. Как отличить потребность жизненно важную от потребности, сформированной средой? На самом деле, ни один человек не защищен от того, чтобы потреблять ненужную и даже вредную информацию, потому что он стремится к тому, чтобы не напрягать себя. И ему всегда легче поверить какой-нибудь тетеньке, обещающей наладить его семейные отношения, то есть семейному так называемому психологу.
На то, что эта тетенька-разведенка и бывшая эскортница, это его волнует в меньшей степени. Ему нужна сказка, которая сможет ему красиво объяснить одну единственную причину всех его проблем. То есть этот человек верит в формальность информации, но не хочет смотреть на то, что стоит за ней. Ему нужна красивая сказка, а не то, что побудит его посмотреть на реальное положение вещей. Современный потребитель – это в чистом виде жертва, обрабатываемая жесткой пропагандой, для которой он всего лишь простой потребитель, готовый отдавать деньги за информационную пустышку. Спасибо за внимание.